Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика Инфо и я, Радекин Максим. Приветствуем сегодня в эфире Владимира Бобылева, главного редактора издания «Нефть и Капитал». Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. В Львовской области Украины ракетному удару подверглось хранилище газа, а ВС РФ атаковали газовую инфраструктуру района, в котором находится самое большое подземное хранилище страны и Европы в целом. Власти Украины уже прокомментировали, что ничего страшного, ведь ПХГ находится под землей. Насколько болезненны, в принципе, удары по наземной инфраструктуре ПХГ, и есть ли там вообще газ? Что касается ударов по инфраструктуре, то вообще это, конечно, безусловно опасно. То есть, конечно, украинские власти могут говорить о том, что ничего страшного в этом нет, что ПХГ находится под землей. Это, в общем-то, как бы здесь они не лукавят. Но дело в том, что ПХГ Бильче-Волицка-Угер это достаточно большое, ну, собственно говоря, оно второе по величине ПХГ в Европе. И помимо вот этого подземного резервуара, вернее, резервуаров, где хранится газ, оно, собственно говоря, еще и обладает большим и сложным хозяйством надземным. То есть это ГПА, газоперекачивающие агрегаты, это запорная арматура, трубы, какие-то энергоподстанции и так далее, и так далее, и так далее. И все это находится на земле и, собственно говоря, находится в довольно уязвимом состоянии. Как мы помним, удары по этому ПХГ уже наносились в прошлом году, и Украина тогда достаточно, как бы так, вскользь об этом говорила, не уточняя характера повреждений. Собственно говоря, почему это для них крайне неприятно и опасно? Во-первых, начнем с того, что у Украины с газом в принципе проблемы. До того, как даже до того момента, как началась специальная военная операция и, собственно говоря, до майданных событий проблемы с газом у Украины были связаны с тем, что закупать его было дорого, соответственно, Украина его фактически просто воровала из европейских поставок, осуществляющихся транзитом из России в Европу. Ну, собственно говоря, потом там были долгие суды, я не буду пересказывать всю эту историю, она очень длинна, запутана, но результатом ее является то, что Украина фактически перестала закупать газ у России, транзит шел исключительно по территории Украины, как бы мимо потребностей Украины. Ну, а что касается самой Украины, то газ она, собственно говоря, стала закупать не в России, то есть где угодно, но не в России. До специальной военной операции объем потребления газа на Украине равнялись примерно 26-28 миллиардам кубометров. Часть из этих объемов Украина добывала сама. Ну, а, собственно говоря, когда начались боевые действия, во-первых, Украина фактически лишилась части своей территории, где были крупные промышленные предприятия и бытовые потребители, что снизило объем потребления газа. Ну и плюс ко всему промышленность Украины, она сама по себе, в принципе, не в очень хорошем состоянии постепенно умирает. Ну, а боевые действия не прибавили ей здоровья. Ну, собственно, Украина потребляет газа все меньше и меньше. А сейчас объем потребления газа оцениваются примерно в 16 миллиардов кубометров в год, плюс-минус. Как говорил министр энергетики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украине удалось запастись 12 с лишним миллиардов кубометров газа для того, чтобы пройти отопительный сезон. Ну, не будем оценивать бодрые заявления правительства о том, что при потреблении в 16, 12 хватит. Это уже остается на их совести. Но, собственно говоря, получается, что Украина вынуждена закупать 4 с лишним миллиарда кубометров в год за рубежом для того, чтобы как-то пролезть в это игольное ушко с отопительным сезоном. Ну, а хранятся все эти накопленные, добытые и купленные за рубежом миллиарды кубометров, собственно говоря, в ПХГ. Больше их особо хранить негде. Причем вот эти удары по
ПХГ на Украине вызывает беспокойство не только у самой Украины, ну, собственно говоря, страна может лишиться запасов газа и не пережить зиму, но эти удары вызывают опасения и у европейских трейдеров. Дело в том, что владельцы газа, торгующие в Европе, с удовольствием использовали украинские ПХГ для того, чтобы хранить там, собственно говоря, свой собственный газ. Ну, это было удобно, опять же, это дешевле, ну, плюс ко всему, у Украины есть таким образом незадействованные мощности, ну, с учетом того, что потребление в стране падает, вот это вот, например, огромное ПХГ Бильче-Волецка, которое, соответственно, содержит примерно 17 миллиардов кубометров, ну, оно стоит практически пустое, почему же не воспользоваться вот этими объемами? Ну, другое дело, что после вот этих ударов европейские трейдеры опасаются хранить газ на территории Украины, ну, это и украинцев тоже огорчает, потому что это дополнительные средства в бюджет, плюс ко всему из этого газа покупалось определенное количество газа для снабжения самой Украины. Ну, а если удары по ПХГ будут продолжаться, ну, у Украины реально есть шансы зиму не пережить, потому что если разрушить надземную инфраструктуру ПХГ в виде вот этих всех труб, запорной арматуры и газоперекачивающих агрегатов, то фактически этот газ, который находится вот в этих подземных там солевых или искусственно образованных ловушках, ну, он становится мертвым грузом, и его нужно будет фактически добывать по новой. Такой еще вопрос. В связи с прекращением поставок газа, транзита газа через Украину, возникает вопрос. Газотранспортная система Украины, она проектировалась, что она поставляет газ с востока на запад. Соответственно, вся инфраструктура готовилась, исходя из этого. Сечение труб, перекачивающие установки, все прочее. Сейчас газ не идет с востока на запад, он должен идти с запада на восток. И если вот примыкание к Европе сделано точно в виде интерконнектора, то есть может прогонять газ туда и обратно, а как они умудрились успеть сделать всю остальную часть газотранспортной системы, чтобы все-таки снабжать? Или это за счет какой-то локальной добычи они все-таки свою территорию сейчас снабжают газом? Что касается добычи, да, у Украины есть своя собственная добыча, пусть небольшая, но тем не менее она есть, соответственно, там, скажем, западные районы Украины можно снабжать за счет собственной добычи. Плюс ко всему, газотранспортная система Украины на отдельных участках предусматривает возможность перекачки газа, в том числе и для внутреннего потребления. Ну, а, собственно, интерконнекторы действительно работают, причем в обратную сторону. И более того, даже с 2020 года Украина стала получать газ из Словакии, из Румынии, из Молдавии и из Польши. Причем в 2021 году больше всего газа Украина получила именно из Словакии. То есть порядка 40% от вот этих 4,5 миллиардов кубометров, которые Украина вынуждена была закупать за рубежом, пришли как раз из Словакии. Чей это был газ? Это уже другой вопрос. Ну, собственно говоря, мы знаем, кто снабжает газом Словакию, откуда этот газ туда попадает. Ну, это уже, собственно, детали. Украину это не так волнует, потому что словацкий газ – это же не российский газ. И еще один важный момент. Для того, чтобы ГТС работала, там должно поддерживаться рабочее давление, поэтому в трубе должно обязательно находиться, ну, порядка, если я не ошибаюсь, 4 миллиардов кубометров газа, ну, просто для того, чтобы система работала. То есть получается, что этот газ нельзя учитывать в балансе потребления, он должен там быть просто для жизнеобеспечения самой системы, и забрать его оттуда нельзя. Ну, собственно говоря, это нужно учитывать при и закупках газа, и потреблении его на территории Украины. То есть вот эти вот там 4 миллиарда, они всегда должны быть в резерве, то есть в минусе от основных объемов. В свете разговоров о покупке останков Северного потока-2 американцами и Северного потока-1 подняли старую историю о приобретении, газотранспортной системы Украины некими инвесторами. Чисто с такой вот правовой, юридической стороны, вообще это возможно? Или это все сказки? Чисто теоретически любой объект физический, наверное, его можно продать.
Ну, газотранспортная система Украины, собственно, она принадлежит государственной компании, поэтому, по идее, наверное, продать это можно. Другое дело, что кто сейчас будет продавать вот этот набор инфраструктуры, который находится на территориях либо уже освобожденных российскими войсками, либо в зоне боевых действий, либо в зоне ракетных обстрелов. Причем, поскольку российские войска регулярно продвигаются, то вот как бы граница, где заканчивается украинская труба и начинается российская, она достаточно подвижна. И какой она будет завтра или послезавтра, сказать трудно. А на этом фоне вряд ли какой-то инвестор отважится приобрести эту инфраструктуру. И второй момент. Можно, конечно, купить эту систему и для чего-то ее использовать. Другое дело, что в текущих условиях, ну, наверное, какая-то схема работы взорванного Северного потока, потенциально купленного американским инвестором, выглядит, ну, более жизнеспособной, чем использование украинской ГТС, потому что, ну, чисто гипотетически можно предположить, что предприимчивый американец, купивший Северный поток, может, например, договориться с Россией каким-то образом и, закупая у нее газ, поставлять уже американский газ через Северный поток. А вот что будет с ГТС вот в текущей конфигурации, пока непонятно, потому что, опять же, до того момента, как истек транзитный договор, Украине предлагали различные варианты сохранения транзита. То есть та же самая Словакия предлагала свою компанию, как бы свою национальную компанию, которая могла бы, например, закупать газ у России и поставлять в ГТС уже, так сказать, словацкий газ. Ну, мы все знаем, что у Словакии есть газ, почему бы и нет. Она может его поставлять по ГТС транзитом в Европу. Но Украина от этого отказалась. Собственно говоря, в этом процессе участвовал и Азербайджан, который предлагал свою компанию «Сакар» в качестве посредника вот в подобной сделке. Но Украина и от этого тоже отказалась. То есть для них принципиальность вопроса о прекращении транзита в 100 раз важнее, чем экономическая возможность получить с этого достаточно неплохие деньги, потому что достаточно существенное количество миллиардов долларов поступало в бюджет Украины просто вот за счет того, что через ее территорию осуществлялся транзит российского газа. Но Украина сказала нет. Такой вопрос. После объявления о том, что транзит, собственно, все, ну, не объявление, а фактического его прекращения, цены в Европе хоть и скакнули, но не сильно. Как бы мы видели там цену и 1000, и 2000 за 1000 кубометров. А почему сейчас рынок, когда вот реально произошло ЧП, так спокойно отреагировал? Или тут история с той жабой, которую медленно варят? Во-первых, рынок был к этому все-таки морально готов. Разговоры о прекращении украинского транзита начались не в декабре, а фактически чуть не в начале прошлого года. Поэтому к тому моменту, когда транзит прекратился и когда 1 января там, в 8 утра «Газпром» прекратил поставки, это настолько не стало сюрпризом, что все к этому были в принципе морально готовы. Многие страны накопили какие-то запасы газа в своих ПХГ. Соответственно, какие-то контракты были заключены на споте, и в трагедии, наверное, особой нет. Все понимают, что, опять же, так или иначе СПГ производится, газовозы из США и из Катара плывут, и да, действительно, газ подорожает, но не критично, потому что все уже примерно вот этот риск прекращения там, транзита уже посчитали. Что же касается общего объема потребления, как я уже говорил, Европа 2025 года в индустриальном плане уже не та Европа, которую мы видели хотя бы в 2020 году. Большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Также категорически призываем вас подписаться на крайне интересный ресурс «Нефть и Капитал» в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты нашего медиа-агентства для желающих финансово помочь, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.